Здравствуйте, это программа «Вопросы и ответы», в которой я, как всегда, расскажу все, что захочу, и кому-то погадаю на картах. Тема программы «4 вида мужской верности. Почему ни один вам не понравится». Мужская неверность, вы знаете, это явление природное, сам Бог велел, потому что наукой давно установлен факт, что полигамен по определению каждый самец. И это утверждение нам нужно взять как аксиому. Мы его не оспориваем и не доказываем. Соответственно, мужская верность – это явление всегда только социально обусловленное, а значит противоестественное и поддается анализу какой-то классификации. Я предлагаю вам сегодня назвать 4 вида верных мужчин и расскажу, почему вам все это не понравится. Первое. Мужчина бывает верным из страха, и это очень часто, это чаще всего. Мужчина боится, но не саму женщину, женщин не боятся, я вам честно скажу. Боится он не женщину, а потери, которые неизбежно повлечет его измена. Если жена узнает, она его лишит там квартиры, поддержки влиятельного тестя, заберет детей, уберет в Испанию, спрячет от него, вот, и так далее. То есть мужчина остается верным из страха, из страха быть пойманным. Если поймают, то чего-то женщина его лишит. Иногда угрозы могут быть прямые от женщины. Например, женщина обещает покончить с собой, если узнает об измене мужа. Многие этому верят, особенно если женщина достаточно истерична, и в прошлом у нее были уже попытки, мужчина может быть действительно верным вот из страха вот этого такого, да. Это классический, это распространенный случай. Вообще, я думаю, что 90% верных мужей верны женам именно из страха. А кто-то, наверное, боится просто сковородки жениной. Знаете, особенно среди старшего поколения, где-то в пролетарской среде, это тоже было распространено, по крайней мере, раньше. Моя узнает, убьет. То есть буквально сковородкой прикончит, если там увидит, что он в помаде пьяненький откуда-то пришел. Вот. Страх как фактор, который поддерживает, детерминирует мужскую верность. И я, конечно, не рекомендую вам, девочки, такого мужчину выбирать, который будет вам верным из страха. Во-первых, это как-то унизительно, потому что вы выглядите какими-то тюремщицами, церберами. То есть мужчина не изменяет, как бы любит, потому что он меня боится. Меня или моего папу, или там, моего брата, или полицию, или местком, неважно чего. Вот. Во-первых. А во-вторых, страх пройдет обязательно. Вот эта причина, вот этот фактор, чего он боится, почему он вам не изменяет, это же ничто не вечно. Это обязательно однажды кончится. Дети вырастут, дети, которых он боялся потерять вместе с вами, и он ударится во все тяжкие. Разбогатеет мужчина, например, и он больше не боится оказаться без угла, что вы его выгоните из одной общей квартиры или из вашей, потому что он собственную купил. И вот когда этот страх пройдет, такой мужчина обязательно отомстит, отыграется за все годы или там месяцы, пока он чувствовал вот этот страх, испытывал вот эту несвободу, вот это давление. Он начнет гулять напропалу и так страшно, и так публично, так показно, чтобы компенсировать все, что не додал себе любимому за годы. А еще, когда мужчина боится изменять жене естественными способами, то есть с любовницами, его либидо находит выходы какие-то нетрадиционные, первертные. Я не буду сейчас самые прям омерзительные какие-то вещи рассказывать, мой канал не про это. Как минимум, такой мужичок может очень увлекаться специфическими фильмами, просмотром видеопродукции какой-то. Вроде бы не изменил, предъявить ему нечего, да, а в то же время выход гормонам нашел. А второй вид верных мужчин – это мужчина, которому не надо.
Мужчины не заинтересованы в сексуальной, в половой жизни вообще. Таких людей много на самом деле. И мужчин, и женщин. Из-за возраста, болезни или просто такой, слабенький гормональный статус. Мужчина не интересуется половой жизнью. Соответственно, он не изменяет, но ему не надо. И, казалось бы, с этим все нормально, да? То есть такого мужчину можно за него замуж выходить, потому что с ним, безусловно, спокойно. Но здесь все не так просто. Дело в том, что если мужчина не имеет желания, страсти именно такой половой, то он, как правило, не имеет и других желаний. Он не хочет зарабатывать, он не хочет денег, он не хочет красивой жизни, он не хочет общаться с друзьями, не хочет разговаривать с женой, не хочет воспитывать детей и так далее и тому подобное, понимаете? То есть это такой единый массив, который называется желанием у человека. И у мужчины сексуальность и деньги очень связаны. То есть мужчины бедные меньше могут, мужчины богатые больше хотят и могут, опять же. И, как правило, такой муж, которому не надо ничего, ему и все остальное не надо. Он и семью не содержит, и, в общем, его присутствие особо не радует. Верный он, и что? А больше с него, как с козла молока, взять нечего. Поэтому вам тоже такой тип верности мужской не подойдет. Далее третий тип. Это я их расставила по мере убывания. Третий тип – это мужчина, отчаянно, очень сильно влюбленный в одну конкретную женщину. Знаете, во всемирной классификации болезней любовная зависимость даже имеет собственный номер, если не ошибаюсь, это номер, по-моему, 63.9. То есть официально сильная влюбленность с зависимостью, с помутнением рассудка относится туда в список болезней наряду с гипертонией и диабетом. И мужчина в этом периоде, когда он сильно влюблен, действительно других женщин не видит. Все остальные женщины, включая всемирно известных моделей и так далее, это для него такая безликая серая масса. Они его не интересуют, он видит, наблюдает, боготворит и хочет, что самое главное, только одну женщину, только даму своего сердца, эту свою героиню. Он ее идеализирует, приписывает ей самые несуществующие свойства. То есть у него рассудок полностью затуманен. Она действительно ему кажется самой умной, самой красивой, и самой привлекательной, притягательной в физическом таком смысле. Кстати, на этом механизме основаны привороты. То есть привороты, работа этой черной магии, этих приворотных ритуалов, именно она такая. Это мужчину заставляют посредством определенных магических пассов, заставляют видеть и желать только одну женщину, заказчицу, ту, которая старушке деньги заплатила за приворот, чтобы он других не замечал и с другими буквально не мог даже, не мог изменять. Какой тут вывод, да? Дела это довольно темные. Почему вам не женщины это очень любят, страшно любят. Женщины вообще любят эту патологическую мужскую верность. Кстати, первый вариант. Женщины любят мужей своих пугать. Изменишь — уйду, или нажалуюсь папе, он у тебя должность отберет, или квартиру отсужу, прибью сковородкой и так далее. Женщины любят. Женщинам почему-то нравится, когда мужчины им верны из страха. Не знаю почему. Это как-то противоестественно кажется, но тем не менее это самый распространенный случай как раз. И женщинам очень льстит, когда мужчина действительно других не замечает, потому что в какой-то зависимости находится от нее одной. Этот тип я называю Отелло. Мы предполагаем, что Отелло не изменяет Дездемоне, да? Ему никто не нужен, кроме нее. Но помните, чем эта история кончилась. И этот тип мужчин верных по причине любовной аддикции, естественно, временно, этот тип самый опасный. Они и есть как раз абьюзеры. Они как раз очень склонны к эмоциональному, часто к физическому насилию, при том, что они очень даже верны. Но выбирайте на чаше весов его верность или ваша безопасность от него же. И такая зависимость
его вот эта острая влюбленность обязательно пройдет и быстро. Иногда говорят, что до 4 лет может продолжаться, но чаще это все-таки несколько месяцев. Пройдет она за один день, как выключатель щелкнет, он увидит, сразу же заметит других женщин, и к вам в этот момент интерес потеряет полностью. Тут сработает такой механизм компенсаторный. То есть вот все, что он вложил в вас, вот эти вот душевные силы или гормональные даже скорее, ему нужно будет откуда-то добрать, потому что он вами истощился. И когда это происходит, мужчина со своей только что недавно невозлюбленной очень резко и плохо обращается. Может в открытую обвинять ее во всех своих трудностях, во всех своих каких-то, во всех грехах ее, вернее. Вот, и так далее. Такой мужчина в период острой влюбленности любыми средствами старается женщину, в которую влюблен, удерживать рядом с собой. И хорошо, если эти средства в рамках закона, если он просто там ее с работы уволил, на работу не пускает. А если некоторые в подвале ведь держат. Поэтому нет, такая верность вам тоже не нужна. Хотя, повторюсь, женщины именно этого и ищут, и именно этим вот часто гордятся. Но это плохой выбор, плохой путь. Четвертый путь, четвертый вид мужской верности, заключительный, самый предпочтительный. Это я называю принц с принципами. То есть это мужчина, который не изменяет жене, потому что он вот такой благородный, высоконравственный, и он просто считает, что любая измена – это унижение собственного достоинства. Он брезгует изменять. У него есть внутри набор вот каких-то нравственных ограничений, которые ему не дает гулять от выбранной женщины, которой он в чем-то когда-то в ЗАГСе уже поклялся. Ну, это и до ЗАГСа, конечно, может быть. Среди старшего поколения в основном этот тип был распространен, да, среди наших дедушек, среди наших пап. Невозможно представить, да, что дедушка изменял бабушке. Как это? Потому что это люди, которые выбирают прожить жизнь с большим самоуважением и хотят являться примером для подражания, для других. Это люди, которые болезненно не хотят, чтобы их на чем-то таком гадком, низком поймали, вроде взятки или вроде невозвращенного долга или на чем-то вроде измены. Это все явления из одного списка, явления одного порядка. Вот такого мужчину встретить в современном мире очень сложно, но понять, заметить, что перед вами вот такой герой, легко. Вернее, легко заметить, что он не такой. А 90% мужчин, встреченных вами в жизни, это просто математика, статистика, будут не такими. То есть, когда вы встречаете мужчину, который там не вернул другу долг, часто лжет маме по телефону, берет липовый больничный, чтобы прогулять работу, попивает, привирает. Ну, глупо от него ждать верности, правда? А женщины ждут. И такие письма я тоже читаю, знаете, для примера, например, там мой молодой муж, вот он развелся, у него есть бывшая жена, он скрывается от алиментов, да, не общается с детьми. Будет ли он мне верен? Ну, конечно, нет. С чего бы? Люди делают то, к чему привыкли. Это единый такой вот портрет, единый нравственный образ человека. Скрывается от элементов, соответственно, будет гулять от любой женщины, которая бы рядом не оказалась. Ну вот опять же, если только не будет сильно бояться или если импотенция внезапно не накроет, не подрежет желание. И вот такой вот принц с принципами, благородный, нравственный человек, не способный по определению на измену, это, конечно, хорошо. Но вы знаете, и здесь ведь не так все просто. Дело в том, что верность такого мужчины никак не связана с личностью женщины, которая рядом, которой он верен. Ну, с вами, например, если вам такой герой достался. Он не обязательно вас любит. Он не обязательно даже вообще хорошо к вам относится. Он может страшно даже жалеть, что на вас женился. То есть он просто не изменяет. Он не заводит любовницу, но он проводит время на рыбалке, в гараже, в спортзале в лучшем случае. Если мужчина умный, такой
высокоуровневый, то он весь бросается, например, но находится в несчастном браке. Принципы не позволяют заводить любовниц или разводиться, для них это часто одно и то же. Он все силы либидо подавляет и его сублимирует в творчество, в работу, зарабатывание денег и так далее. Но это для продвинутых мужчин, их тоже очень мало. В основном ограничивается гаражом, диваном там, и так далее. То есть вот такая верность, она, ну, в общем, прекрасна, достойна уважения, но сама по себе она ничего не гарантирует. Ни счастья в браке, ни счастья в отношениях, ни любви. И вообще, я считаю, что женщины вот этому вопросу, мужская верность, неверность, слишком много отдают внимания. Это не важно. Намного важнее, какие отношения у данного мужчины именно с вами, как он к вам относится, чем он украшает вашу жизнь. И совсем не важно, как он украшает жизнь любовницы. С этим пусть любовница сама и разбирается. То есть вот я считаю, что драматизировать эту тему мужских измен совершенно не нужно. И вообще нужно поменьше обращать на это внимание. А часто женщины, я думаю, что это тема для другой программы, потому что она очень объемна, а часто женщины даже разрушают отношения вот этим. Подозрениями в измене, подозрениями, там, особенно если есть повод, вот, портятся отношения сильно от этого. Вот это, пожалуй, теоретическая часть вся, которую я вам хотела рассказать. Пожалуйста, напишите в комментариях, если будет время и желание, верен ли вам ваш мужчина или изменяет. Если изменяет, то почему? Если среди зрителей есть мужчины, тоже напишите, пожалуйста, верны ли вы вашим женщинам или изменяете. Если изменяете, то почему? Нам тоже будет это интересно прочитать. А ваши вопросы и комментарии во многом связаны с темой прошлой программы. Тема была такая: сумки. Размер женской сумки как размер уверенности в себе и доверия к миру. Вот интересный рассказ, но он вообще не про мужчин, но интересный, очень трогательный. И Елена Дубай пишет: помню, в моей юности это было время перестройки. Я с первой зарплаты купила себе сумку, и примерно 2 года я только с ней ходила. А еще у меня была подруга, если мы куда-то собирались, она всегда звонила мне и спрашивала, что я надену и возьму ли я сумку с собой. Так как у нее не было сумки, и все свое барахло она пыталась засунуть в мою сумочку. И вот только из-за этой подруги я не брала сумку с собой, а надевала одежду с карманами, чтобы ключи и помаду было куда положить. По скриптум. У моей мамы первая сумка появилась в 45 лет, я ей подарила. А так она всю жизнь ходила с сумкой, в которой носила продукты с рынка. Правда, интересная такая история. Что это за подруга, которая норовит другой в сумку вещи свои положить? Это какая-то эксплуатация человека человеком получается. А вот у самой Елены, раз она так поступала нарочно, да, чтобы подруга не воспользовалась, нарочно не брала сумку, у самой Елены Солнце в Скорпионе, Венера или Меркурий в Скорпионе, Юпитер тоже, ну что-то в Скорпионе, потому что это вот очень скорпионский поступочек такой, знаете, такое тайное, но очень протестное поведение. И по поводу у мамы, у которой сумка появилась в 45 лет, ну что могу сказать, вы молодец, что купили маме сумку, и сколько таких женщин, у которых и сейчас нет сумок, правда, которые носят просто кошелек вот в общей какой-то такой сумке, в которой покупают продукты. Ну, не знаю, грустно это или нет, потому что можно быть счастливой и без сумки. И вот дальше Мари пишет: над темой про сумки посмеялась, мало кто об этом задумывается, но логическая цепочка выстраивается. Согласна. Господи, мужика испугать можно чем угодно. Малейшая ошибка, и он уже напуганный. Вот да, действительно, это так. Это вот действительно так.
То есть мужчину, который только еще пока собирается попасться на ваш крючочек, мужчина, на которого только что еще сети расставляете, да и позже бывает такое, его вот спугнуть очень легко. Какой-то вот, знаете, ну такой мелочью, незначительной. И вам как охотнику или грамотному рыбаку нужно быть, конечно, очень осторожными и присматриваться к подводным течениям. Никого нельзя напугать, но нельзя напугать, спугнуть сильно влюбленного мужчину, вот который как раз в состоянии этой любовной зависимости, аддикции, этой лихорадки находится. Вот их ничем не напугаешь, абсолютно ничем. Там такой поток гормонов, там так дьявол их за шею держит, что вот ты его в дверь, он в окно лезет, понимаете? Вот их напугать никак нельзя. Но мы договорились, что вы с такими не связываетесь, потому что это опасно, девочки. Вот Вероника спрашивает, очень специфический вопрос. Здравствуйте, можно задать вопрос? Думаю, насчет новой подработки в новом году с животными. Есть смысл браться или так себе идея? Вот, знаете, с животными это как с детьми. Если есть сомнения, то не нужно ходить, не нужно идти работать учителем или воспитателем в детский сад, если вы однозначно в этом не уверены, если вы не грезите этим, если вы не молитесь на такую работу, не надо идти туда работать. И точно так же с животными. Не надо работать ветеринаром, не нужно работать в зоопарке, не нужно работать, идти куда-то, ну не знаю, в любых приютах работать, если вы по-настоящему не любите животных, и если вы вообще не одержимы даже этой темой, понимаете, не надо. Это очень специфическая работа, которая человека неуместного, она для избранных, и человека неуместного она разрушит, она просто буквально душу выезд разрушит, но я уже не говорю о том, сколько страдания детям и животным приносят люди, которые против воли, против желания с ними работают, проводят время. Поэтому, Вероника, тут карты вам не подойдут, прислушайтесь к себе. Если вы с животными можно работать, если вы вот прям жить без них не можете, если вы ощущаете какой-то зов сердца к этому. Во всех других случаях найдите другую подработку, слава богу, их очень много, и в интернете тоже есть какие-то такие места, где вы не травмируетесь и не травмируете другие живые существа. Не будете разрушать белковые тела. Далее Лилия Александровна пишет. Один мой знакомый мужчина однажды сказал, что нужно бояться женщин, у которых в сумке порядок. Я смеюсь просто над собачкой. Слышите, как она заливается? Она никогда так подолгу и так громко не лает, когда я не записываю видео. Она включает этот режим только когда я записываю видео. И опять же, сама собачка не виновата. Это бесы. Бесы крутят. Видите, купила колокольчик для прислуги. Целый день звоню, никто не идет. Так вот, знакомый, который сказал, что нужно бояться женщин, у которых в сумке порядок. Ну, естественно, если у нее порядок в сумке, то у нее порядок в голове. Значит, она мыслит по-мужски, действует, как правило, по-мужски. Для мужчины среднестатистического это буквально, ну, знаете, настоящая ведьма. Конечно, он ее будет бояться. Вот тоже вопрос, это уже картам. Лариса С. пишет. Удастся ли сохранить дружеские отношения с бывшим? Расходимся в данный момент. Я постараюсь со своей стороны, но захочет ли он? Просто человек, он полезный, вдруг еще пригодится. А может, карты скажут, что это конец, и нет резона общаться дальше. Для Ларисы и для всех, у кого есть похожие вопросы, карты отвечают. Сохранятся ли у вас дружеские отношения с вашим бывшим? Вы не написали мужем. Просто с бывшим, да? Знакомым, наверное. Дружеские отношения с бывшим.
Если это не муж, то карты говорят буквально, знаете, прямым текстом, что нет, у вас не продолжатся отношения с вот этим вот мужчиной бывшим. Вам придется от этого плана отказаться. Отказ этот на эмоциях какой-то болезненный, возможно, ссорный и очень связанный с другой женщиной. То есть будет другая женщина, уже его нынешней, которая придет, будущее, которая придет вам на замену. И он будет общаться с ней, а вы окажетесь ему совершенно уже не нужны. Нина Ковалева пишет: вы так правы, вспомнился эпизод, когда бывший друг пригласил к себе в хорошую баню. Я приехала на такси с большой сумкой, с которой летала в Турцию. Он так испугался и сказал: ты что, на 2 недели приехал? Ну, это вот то, о чем я вам в прошлой программе говорю. Мужчины боятся женщин с большими сумками, потому что неизвестно, что она достанет из этой сумки. Далее Валентина Южанина пишет: верно ли утверждение, что мужчина, разводясь с женой, разводится и с детьми? Вот, к сожалению, в большинстве случаев, да, это верно. Опять же, механизмы древние, инстинкты природные так работают. То есть мужчина любит детей, пока любит женщину. Вот пока у него есть к женщине то самое. Ну, что значит мужская любовь? Это только желание, ничего другого не бывает. То есть пока он жаждет, желает женщину, признает ее своей, он ее защищает. И детей от этой женщины он также инстинктивно признает вот своими, при том, что они могут быть даже биологическими не его детьми. Может быть, он женился уже на даме с ребенком, и он может, пока эту женщину любит, он ее ребенка от другого мужчины может признавать как своего, чисто инстинктивно, понимаете? То есть он распространяет вот эту вот любовь к женщине, ну так словом любовь это назовем, да, распространяет и на ребенка. Соответственно, когда у него проходит любовь, а еще бывает на смену не любовь, ненависть к женщине, например, приходит, он даже и эту же ненависть на ее отпрысков, на ее детей может распространять. Вот так эта история, эта система работает, опять же, для большинства мужчин, которые, ну вот, скажем так, просто устроены. Невысокий интеллект, невысокий уровень вообще нравственного, духовного развития. Ну, обычный человек, таких большинство на планете Земля. Вот. То да, обязательно так и будет. Откуда, вы думаете, берутся вот эти вот неплательщики алиментов, мужички, которые от алиментов бегают? Все, он разлюбил женщину, он ее вычеркнул из своей жизни. И он забыл про этих детей, которых сам с ней рожал. Вот. Но есть, конечно, мужчины, которые думают, которые, опять же, уважают и ценят себя, свою жизнь, и они бывают и после развода даже более внимательными, даже более ответственными отцами вот, для своих детей. Таких мужчин нужно выбирать изначально в отцы своим детям. Вот изначально, понимаете, об этом вот каким будет отец вашим детям после развода, это нужно решать в первый вечер, когда вы познакомились с парнем, а не тогда, когда уже у вас эти дети родились. То есть его нужно вот как раз на этот предмет очень внимательно обследовать. И это видно, понимаете, это не великая тайна. Вот предположить, увидеть в мужчине, каким он будет отцом. Это очень легко. Это видно, ну, буквально во всем. Лори П. пишет: по поводу непростительных вещей для мужа, алкоголизм и жадность, разве нет? Ну, естественно, да. Там тоже есть такой комментарий. Вот вы сказали, что мужу надо прощать все. Нет, ни в коем случае я такого, конечно, не говорила. Я в контексте заданного вопроса, что измены прощать, что измене рознь. Но, конечно, такие вещи, как алкоголизм, ну, жадность, ладно, там по-разному. Это, понимаете, жадный, не жадный, это все-таки очень оценочная категория. Вам может кажется, что он жадный, а он на самом деле дальновидный, какой-то экономный.
То есть тут это... А алкоголизм, понятно, прощать не нужно, естественно. Но тут тоже вопрос. Прощать, зачем об этом вообще думать, зачем об этом рассуждать? Что значит прощать? Обижаться на это нельзя. Алкоголики — это больные люди. Просто надо от них уходить и держаться максимально подальше. Вот и все. А прощать, не прощать. Вот. Поэтому алкоголизм — это недопустимо, конечно. А жадность, ну вот тут тоже. Ну, это... Кому-то нравится жадный мужчина. Некоторые женщины гордятся. Да мой-то вон какой жадный, хозяйственный, прижимистый такой тоже тут. Жадность — это не такой уж порок, понимаете? Оно иногда может и пригодиться. Угу. Вот интересно, опять же, про сумки. Лен Син пишет. А я несколько лет ходила с большой сумкой, в которой была маленькая сумочка на цепочке. И мне было удобно. Представляете? Ну вот это, мне кажется, какое-то прятание одной личности в субличность, да, понимаете, да? Что вы на самом деле, у вас маленькая сумочка, вы на самом деле такая очень самоуверенная особа. И в принципе всем доверяете, но почему-то хотите так интегрироваться в мир, выдавать себя как будто за другого человека. Хотите показывать себя такой на самом деле неуверенной, да, и недоверяющей. То есть это прямо вот, знаете, какая-то схема для психологического исследования. Ксюша Плюша пишет. Эта осень развела меня с любимым человеком, лучшим мужчиной в моей жизни. Подозреваю, что это был мой Джонни. Теперь вряд ли мы будем общаться когда-либо. А жаль. Спросите, пожалуйста, у ваших карт, где или как, при каких обстоятельствах я встречу своего следующего. Это прям вспоминается, знаете, как в очереди в поликлинику. Следующий. И каким он будет. Вдруг фигурная карта выпадет. Нахожу мужчин я не часто, поэтому посмотрите, пожалуйста, на срок в 1,5 или 2 года. Спасибо. Да, все женщины на постсоветском пространстве в России, наверное, особенно находят мужчин нечасто, потому что есть очень большая демографическая яма, дефицит мужчин, который в связи с текущими военными действиями, представляете, еще и усиливается. Вот еще одна неприглядная сторона нашего времени, помимо других ужасных прочих, но женихов для российских девушек всех возрастов становится еще меньше в связи с их отбытием туда, в Восточную Европу. Ну что ж, для Ксюши ответственный момент, магический такой. 3 карты я вам достану. Каким будет или как скоро. 5 кубков перевернулась. Ну, все-таки разочарование. То есть это может быть ваше нынешнее состояние. То есть вы сейчас очень сильно разочарованы этим расставанием. А 5 это говорит, что разочарование острое, но будет очень короткое, и ничего с ним не надо делать, его не нужно лечить, пройдет обязательно само. Ну, посмотрим сейчас. Кстати, я всем предлагаю присоединиться. Если у вас есть подобный вопрос, если вы хотите узнать, каким и когда будет ваш следующий мужчина, когда вы его встретите, то давайте, можете тоже послушать предсказание карт. Раз. Бегите за бывшим. 2. Бегите вот за этим, с которым вы расстались. 3. Портретной карты нету. Фигурной. Вы привыкли к собачьему лаю? Я привыкла уже. Портретной карты нету. И прогноз не очень хороший, Ксюша. К сожалению, не очень хороший прогноз. Здесь есть карта башни, которая вот как раз описывает какие-то разрушительные события, явления, может быть, ваши эмоции, какие-то ваши впечатления в личной жизни. Башня в данном случае... Башня в данном случае предупреждает о том, что на ход событий, вот на ход вашей личной жизни, на ее развитие или начало,
очень сложно влиять, невозможно. То есть будут выскакивать какие-то совершенно случайные факторы, очень разрушительные. Причем эти разрушительные обстоятельства могут быть как частными, но, знаете, лично вашими такими вот интимными, так они могут носить и смысл более глобальный, даже какой-то планетарный. Это вот отсылочка к предыдущему абзацу, когда я им сказала, почему женихов в России меньше все становится, и будет, естественно, еще меньше. Вот. Поэтому очень сложно выбирать, очень вам сложно будет самой что-то выбирать, как-то влиять на личную жизнь. Стихийность есть. Потом есть 9 пентаклей. Самостоятельность, самодостаточность. То есть, возможно, ваша жизнь настолько она вдруг окажется самостоятельной, или вы привыкнете быть одна, или она может, кстати, хорошее значение иметь. Например, у вас окажется вдруг очень-очень много денег, да? Не секрет, что женщины очень часто ищут мужчин, чтобы жить за их счет. Не хватает денег, надо найти мужа и жить на его средства. С 9 пентаклей у вас, например, доходы могут сильно вырасти, и это сильно снизит ваше желание выходить замуж, как будто бы, а зачем? В то же время, вообще, это карта холостяков и старых дев, 9 пентаклей. Вам могут на жизненном пути, а в этом периоде, встречаться одни холостяки. То есть мужчины, знаете, убежденные холостяки, которым не нужны любовь, брак, отношения какие-то постоянные. Вот. Но 2 кубков все-таки есть, карта про любовь. И она утешает, успокаивает. Она говорит, что как минимум одно какое-то партнерство, какая-то заметная интересная связь у вас случится. Здесь есть взаимность, здесь есть, в общем, свидание. У вас будут свидания, это карта свиданий. Такой самый настоящий роман тут есть. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на какую-то взаимную выгоду. То есть вы встретите человека, который будет вам выгоден, а вы, соответственно, выгодны ему. Какое-то время, наверное, это партнерство может продержаться, опять же, в каком-то виде, в каком-то режиме. Но карты вам не обещают встречу какого-то по-настоящему, знаете, там, избранного мужчину. Поэтому, пожалуйста, попробуйте пока для начала. Не очень хороший прогноз, сразу вам скажу, не очень перспективный. Попробуйте, Ксюша, дорогая, пока вот вернуть этого любимого человека, с которым вас развела эта осень. Вот Екатерина Гончарова, она спорит со мной, с нами спорит. Да мужчины не сумок боятся, а ответственности. Естественно, не саму он сумку, не кусок он дермантина этого боится. Он боится, что вы из этой сумки вытащите приданное, понимаете? А в результате для него наступит ответственность. Мы же про это и говорим. А про женщин с маленькими сумочками тоже далеко не все так. Могу привести много примеров обратного. Настолько неуверенных в себе дамочек, лишь внешний лоск, внутри пустота и безысходность. И состоятельным, и обеспеченным их не назовешь. Я уже на пенсии, и последние годы придерживаюсь спортивного стиля и ношу рюкзачок. В нем кошель, антисептик, маска, обезболивающие, ложечка для обуви. Вот я просила вас какие-то оригинальные предметы в сумках своих достать. Лидирует, вы же написали содержимое ваших сумок, спасибо, лидирует самый популярный предмет, это знаете какой? Бумажные платочки. Но вот у Екатерины есть ложечка для обуви. Блокнот и ручка, ладно. Еще икона Богородицы. Так, ладно. В молодости много лет служила в Аэрофлоте, бортпроводников. И у нас была поговорка: едешь на день, бери на неделю.
едешь на день, бери на неделю, потому что можешь улететь на 3 часа из-за погодных условий, застрять где угодно на 3-4 дня. Вот и проходила полжизни с большим баулом. Ну, смешно думать, что стюардессы не уверены в себе, таких не берут в небо, таких не берут в космонавты, да? Ну, ложечка для обуви — это оригинально, это прямо оригинально. Лола пишет. Посмотрела ваше видео гадание для разведенных 12 октября. К началу декабря все проигралось. Очень надо знать, что будет дальше. Ольга, посмотрите, пожалуйста, что принесет мне развод по моей инициативе с мужем. Прожили вместе 23 года, есть 3 дочери. 23 года. Пока мы в браке, живем вместе, и он против развода. Что принесет вам, Лола, развод с вашим мужем? Давайте так и спросим. Раз. Два. 3. Почему-то она перевернулась. Ну, в общем, эмоциональные достаточно карты. Так, большого счастья и бешеного успеха на первых порах развод этот вам не принесет. Во-первых, есть здесь королева пентаклей. Это карта жены в колоде Таро. И здесь это ваш портрет. Она буквально описывает вас. То есть даже если вы разведетесь сейчас с мужем, вы останетесь женой. То есть у вас останется прежний набор прав и обязанностей. Вот знаете, как у жены. То есть формальный вот этот развод, оформление документов вас ни от чего не освободит. Вот так вот. Все равно останетесь женой. Не получится. Кстати, самого события, самого развода здесь нету. Может быть, карты как раз и говорят, что вы и предпочтете остаться женой. Все равно ваша внутренняя ответственность или привычка вас не отпустит. Развод ничего не решит. Все будет то же самое. Вы останетесь такой же. Вот. И пятерка кубков здесь есть. То есть это такие разочарования. Не сильные, не фатальные, но все-таки какие-то вот ощутимые. Тройка кубков. Любовный треугольник выпадает здесь. Любовный треугольник. Причем, знаете, он какой-то размытый, неявно не выраженный. Речь не идет конкретно вот о том, что вы или ваш супруг новую пару находит. Это скорее попытки. Вот вы живете вместе, оба знаете, что в принципе развод возможен, и оба как будто бы рассматриваете, ну так пока случайно, осторожно рассматриваете другие варианты. Какая-то тень витает, крутится вокруг вас. Тень любовного треугольника или треугольников. Поэтому скорее у вас быстрого развода не будет. Нет, карты вам это не советуют, торопиться с этим решением. И карты сильно больших перемен в жизни не обещают вам в этом случае. Все останется плюс-минус также, с капелькой разочарования, с капелькой сожаления. Но делать, самое главное, делать вам придется все то же самое, что вы делаете теперь. Поэтому смысла в разводе нету. Хотя в то же время карта вам и не запрещает. То есть катастрофой, например, этот развод для вас не обернется. Скорее решайте сами. Басика. Интересный и очень сложный текст у нас. Обожаю большие сумки девочек, дурочки. Это редакция автора, вот эти вот склонения, спряжения. Обожаю большие сумки девочек, дурочки с маленькими сумками. Называю шапокляк. Подруг с маленькими нет. Я делова. 3 работы, 16 животных дома. Кормлю еще около 50 животных.
людей не люблю в реалии сегодняшнего времени. Я с Украины, с людьми вообще не общаюсь. Все продажные твари, мужчины всегда были рядом. В браке было 35 лет и разошлись только по политическим разногласиям. Это тяготело у нас с 2004 года. Муж украинец, а я против фашизма на Украине. И сейчас у меня друг моложе. И одна я еще с 16 лет не была. Так что для меня дамы с маленькими сумками, девочки дурочки. Мира нам, люблю животных, люди мрази. Извините, Басика, ну просто такой веселый комментарий у вас прочитала, чтобы привлечь внимание. Ну, тут со многими вещами, конечно, я согласна тоже. Скажем так, я тоже люблю животных. Амиргазин. Меня зовут Гульнара, у меня вопрос к картам. Недавно открыла свой бизнес, о котором долгое время мечтала. Вопрос такой: ждет ли меня успех в этой отрасли или потерплю поражение, как многие другие? Видите, есть отрицательный пример, есть на кого равняться, многие другие. И если вы недавно открыли собственный бизнес, тоже можете присоединиться к этому вопросу. Гадание для вас. А пока Гульнара. Раз. Два. Три. Карты вам обещают конкуренцию. Честный, но какой-то трудный бой. Скорее всего, вы сделали правильный выбор. Время и направление бизнеса правильно выбрано. То есть это все-таки часть вашей судьбы. Вам от этого решения никуда не уйти. Получится, не получится, но вам надо это попробовать или надо было попробовать. И карты говорят, что задача такая конкурентная, побороться придется, вот прям буквально там обойти кого-то, кто подобные услуги оказывает. Вот, то есть это немножко потребует такое проявление личной силы, эгоизма, какой-то храбрости, смелости от вас. Но мне не нравится, что здесь вам выпадает вот этот король мечей, казенный человек, какие-то казенные люди, казенные силы. То есть это ваша борьба может быть с государством, с налогами, то есть с налогообложением, например, с какими-то проверяющими инстанциями, с бюрократическими препонами и так далее. Здесь вообще король мечей применительно к делу, к бизнесу, к предприятию обозначает вмешательство государства, каких-то государственных структур в бизнес. А это, вы знаете, как раз труднее всего обойти. Труднее даже, чем конкуренцию или там трудности какие-то, связанные с продвижением. Но в целом, вы знаете, карты неплохие. Карты эти неплохие. Скорого, быстрого провала нету. Испытание для вас. Скорее, вот, знаете, к открытию этого бизнеса отнеситесь как к необходимому испытанию. И, ну да, это немножко похоже на бой. Как мне кажется, любой бизнес, вообще любое зарабатывание денег – это всегда битва с собственной ленью, ну и так далее. Там это большой список. Вот. Поражений не видно, но путь к успеху довольно такой тернистый все-таки. Карина пишет: Ольга, посмотрите, пожалуйста, с кем и как я встречу Новый год. Вот такой лаконичный, четкий вопрос. И Карина же пишет выше, знаете что? Интересное. На свидание хожу без сумки, а вы учитесь. Если это не лето. Летом люблю клатч.
А так, на свидании главный бальзам для губ и телефон. Даже карточку обычно не беру. Если что, она у меня дома осталась. Карина встретит Новый год как и с кем. Раз. Герой-то есть. Ох. Ох. Прям вообще. Что-то мне показалось, что карты сегодня злые на личную жизнь. Но вот видите, как-то распогодилось. Прям хоть не останавливайся. Карты вам прямо описывают какого-то молодого человека, причем он здесь прям в двух лицах, двумя картами представлен. Это паж кубков и рыцарь кубков. Это, скорее всего, один и тот же человек, то есть с молодым человеком вы встретитесь. Судя по тому, что есть паж, это новый знакомый, которого вы, может, еще даже сейчас не знаете, несмотря на то, что декабрь, а может быть, знаете, но недавно. То есть он для вас какой-то новый человек. Мужчина очень романтичный, водной стихии, может быть, почти наверняка столько кубков, он водной стихии, то есть рак, скорпион или рыбы, возможно, у него не солнце водное, а внутриводный гороскоп, Венера водная, например, но он очень романтический, то есть очень романтично встретите Новый год. Это будут свидания, признания, обещания, какие-то любовные сцены, любовные разговоры, вот, и так далее. То есть романтический Новый год у вас есть, правда, здесь и четверка мечей. Четверка мечей, видите ли, разлука. То есть есть молодой человек, с которым вы встречаете Новый год, вы не одна в это время, но есть и разлука с ним. Это, знаете, вот история этого Жени Лукашина, скорее его подруги, которая его в Москве осталась ждать, да, как ее Галя, что ли, звали, вот, у которой романтический герой налицо, но в Новый год они не были вместе, между ними случайная разлука образовалась по причине его отлета в Ленинград. Вот, то есть, понимаете, есть герой, есть разлука с ним. Вы можете, например, встретить, ну, условно, Новый год с каким-то интернет-знакомым, интересным. Вы встречаетесь в любовной переписке. Ой, это очень романтический эпизод, романтическое время, но вы не рядом, потому что вас разделяют расстояние, километры воды, например, потому что он на другом континенте. Это интересно, видите? Мужчина есть, но близости как таковой, знаете, вот понятной такой вот, что вы посидите друг напротив друга за столом, почему-то нету. Возможно, вам просто придется подождать. И именно в Новый год, в новогоднюю ночь вы не встретитесь с этим человеком по разным причинам. Самое худшее, он с женой в Новый год встречает Новый год. Вот. Но вы встретитесь с ним, например, 3 января или там потом, когда каникулы пройдут, и он вернется из Таиланда. Мария Реза пишет: мне кажется, я самый невезучий человек в любви. Я красивая, молодая. Ну да, 97-го года, это прямо очень молодая. Позитивная. Но уже 3 года я не в отношениях, и нет ни одного мужчины, который бы захотел ухаживать за мной. И те единственные отношения, которые у меня были и длились 2 года, кажутся случайностью. Я не знаю, что со мной не так, но могу сказать одно. Я хочу встречаться с невероятно достойным мужчиной, обожающим меня. И я его, щедрый, и чтобы у него была высокая должность, от которой будут ахать все. А планку я не понижаю, как вы советовали в ваших видео, но с каждым годом мой оптимизм как будто потухает. Спросите, пожалуйста, у карт, почему я так долго не могу встретить своего человека, и что мне советуют? И что мне советуют карты по поводу понижать планку? Действительно, давайте вспомним мои прошлые программы, где я по поводу этого всего касалась и говорилось, что не надо начинать отношения с сильной позиции, не надо понижать планку, а бы с кем начинать отношения, потому что это путь в никуда. Вот пересмотрите, если не видели. Мне кажется, там интересно. И, конечно, вы все правильно делаете, Мари. Вы делаете все правильно, планку не надо понижать. А то, что у вас хорошая самооценка, то есть вы вот это тоже
себя хвалите, да, это тоже очень правильно, потому что ругать себя ни в коем случае не надо, вы знаете, да. Ругать себя вообще никогда не надо, потому что очень много найдется людей, которые вас поругают с удовольствием. И от себя еще добавлять к этому вот нельзя. Ну, что сказать? Ответы, опять же, в моих прошлых программах. Почему так бывает, что девушка достойная не находит личную жизнь? Я там по пунктам где-то расписываю. Причем, знаете, есть старые программы. Они даже еще не в рубрике «Вопросы и ответы». Что-то типа философских бесед перед гаданиями. Есть список, по-моему, там из 5, что ли, пунктов я называла. Первый пункт: вы не там находитесь, понимаете? Какой бы вы ни были красивой, молодой, роскошной, но если вы не в подходящем месте, где вокруг нету женихов, способных вас оценить, и женихов вот таких, как вы написали, ну, чтобы вы оценили его, да, вот достойным какого-то человека с должностью там и так далее. Но если их нет вокруг, то чего же вы ждете? Нечего ждать. Это невозможно. Это как рыбу ловить в унитазе, понимаете? Нет, никогда. Это невозможно. Для многих женщин это основная причина, почему нет личной жизни. Не в том месте находится. Нет, соответственно, нет этих самых женихов. Вот. И ну, попробуем спросить карты. Для Марии Риза. Почему я так долго не могу встретить своего человека? Раз. Два. Ох, только что хотела сказать, что все нормальные мужчины в каких-то вот, ну, маленьких, например, городах, вообще в местах с маленькой плотностью населения, это отдаленные районы Сибири, Дальний Восток, вот это все. Малюсенькая плотность, нет женихов, математически невозможно встретить жениха. Но какие нормальные есть, они все женаты. И карты, представляете, говорят, что ваш мужчина, который вам нужен, или который по судьбе, или который вы позже встретите и выйдете замуж, он женатый сейчас. Жена у него есть, понимаете? Жена королева Пентаклей, ваша соперница, злодейка. Вот. И, соответственно, у него никакого желания вас найти сейчас нету. Он занят, ваш мужчина. Причем это здесь есть и такое конкретное указание на конкретного мужчину. Вот. С именем и фамилией. Он женат, занят, недоступен для вас сейчас. Но это еще и общий такой портрет, общая обстановка. Все мужчины, которые вас могли бы заинтересовать и могли бы вам подойти, на данный момент заняты, женатые. Ждите, когда они начнут освобождаться. Говорят, социологи говорят, что вот эти достойные мужчины, долгое время занятые, женатые, начинают активно высвобождаться к 40 годам. Они начинают разводиться, ну или с ними разводятся. Вот. И поэтому у вас есть шанс к 40 годам перехватить кого-то, какого-то такого героя между двумя браками. Вот такие, собственно, новости. Поэтому не можете встретить. Ирина Фортуна пишет: очень хочу стать блогером, но немного не знаю, с чего начать. Погадайте мне, пожалуйста, стоит ли открывать свой канал. Я Дева, асцендент Меркурий, Марс в Весах, Луна в Водолее. Очень буду ждать. Вы знаете, вот для этого, чтобы определить по натальной карте, стоит ли вам открывать свой канал, для этого не очень важно положение планет в знаках, как вот вы написали, там, где Меркурий, где это самое, все. Намного важнее положение планет в домах. Поэтому посмотрите, Ирина, вашу натальную карту, если точно, естественно, время знаете рождения, полностью вот ее составьте и посмотрите наполненность, насыщенность, получается, 11 и 12 домов. 11 в основном, 10 отчасти. Вот там все будет про
вот блогерство, потому что это все явление 11-го дома. Соответственно, если у кого он активный, этот 11-й дом по-хорошему насыщенный, с правильными аспектами, планетами, вот этих людей удается прославиться, снискать любовь зрителей. Не только блогерами, они хорошими режиссерами, хорошими актерами становятся. Хорошими в смысле не хорошими, а востребованными. Мы понимаем, что это не всегда одно и то же. То есть слава, популярность, известность, умение там зацепить аудиторию, это все 11-й дом. Вот посмотрите. А что карты Ирине скажут? Посмотрим. Стоит ли открывать свой канал? Ну, открывать в любом случае стоит. Это бесплатно, это вы ничего не потеряете. Раз. Вложений никаких не надо. Два. Ну, если только вы там не что-то собираетесь показывать, какие-то покупки. Карты говорят, что сейчас, на данный момент, это дело, задумка для вас неплохая, однако достаточно хлопотная. Видите, 7 жезлов. Вот карта повторяет мои слова. То есть открывайте, открывайте. Карта личной силы, она очень хлопотная. Она говорит, что любые действия лучше, чем никаких. То есть вот вы сейчас лучше открывать канал, не ждать особого успеха. И, конечно, вы будете ошибаться, как большинство. Ошибаться с темой, с аудиторией, будете менять там, направление, вот это все. Вот. Любые действия лучше, чем никаких. У вас явно есть ресурсы, вы можете с этим справиться, но вы должны это открытие канала как определенный вызов для себя рассматривать. Вот. Двойка кубков, такая, знаете, небольшая подсказочка, какое-то партнерство вам нужно. Вам, наверное, не одной лучше открывать канал, а найти человека, который также имеет такой же интерес и может быть таким же заинтересованным в открытии канала. Ну, канал на двоих. Это, кстати, такие видео большей популярностью пользуются. Вы же сами замечаете, когда один человек что-то вещает или два разговаривают. Это в 2 раза популярность, да в 10 увеличивается. Я бы, кстати, тоже с удовольствием канал с кем-то на пару вела. Вдвоем в виде диалога и карты обсуждать, и гадания обсуждать, и все. Это, можно сказать, мечта. Ну, у меня просто нет такого человека, понимаете, да? Вот. Какое-то партнерство. Вот объединитесь, подруга ли это какая-то, или, может, это деловое чисто партнерство, вам стоит с кем-то познакомиться, и все. Башня здесь выпадает. Это такая, знаете, подсказка, намек на то, что все-таки оно не так гладко пойдет, и вам нужно быть к этому готовы. Возможно, после открытия канала через какое-то время вам придется, ну, например, действительно поменять тему канала, что-то еще поменять. То есть есть некоторые разрушительные силы, очень внешние, которые вам не дадут прямого пути, понимаете, прямой дороги на этом поприще. Но открывать, тем не менее, точно стоит. Это не закрытый путь для вас. Я благодарю вас всех, дорогие зрители, за внимание. Я очень признательна за вопросы и комментарии, за то, что вы меня смотрите. Давайте продолжать обсуждать здесь в рубрике «Вопросы и ответы» интересные темы. Увидимся.